Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить об ошибках бедных людей или ошибках людей, которым никогда не хватает денег, что нужно делать или наоборот, что не нужно делать для того, чтобы привлечь в свою жизнь благосостояние. Я не снимаю на фоне собственной виллы или не снимаю собственной яхты, так, наверное, было бы более убедительно, и я бы показала бы всю роскошь и сказала бы, сейчас я вам покажу парочку секретов, как же я всего этого добилась. Но я по своей жизни точно знаю, что нужно делать для того, чтобы с финансами все было в порядке. У меня в жизни так складывается, что я не зарабатываю какие-то сумасшедшие деньги, но я зарабатывала столько, сколько я хотела. Просто другой вопрос, что я понимаю с каждым разом, что я хочу все больше и больше зарабатывать, но это уже немножко другая история. В общем, в этом видео сегодня я буду на эту тему рассуждать. У всех старт в жизни разный. Кто-то рождается в богатой семье, кто-то в бедной, кто-то в средней, но опыт каждый получает разный. Здесь еще важный момент не просто заработать деньги, еще и удержать. У кого-то есть такая задача, потому что можно заработать, потом это все потерять. В общем, ситуаций в жизни миллион случаев происходит. Много очень случаев. Я люблю слушать какие-то мотивирующие видео, когда случаи, когда человек родился в бедной семье и достиг очень больших высот. Но также есть случаи, когда человек родился в богатой семье, и у него нет особого стимула ничего делать. Вот эта вот функция достигательства, она отсутствует, потому что нету стимула. Все есть, а когда у человека все есть, то человек расслабляется, так просто природа устроена, так человек устроен. Поэтому я пришла к выводу, что на самом деле, чем сложнее путь в жизни, тем он, помимо того, что интереснее, и только тогда можно достигать высот. А когда все просто в жизни, такой путь, где такой ковер, и ты идешь так спокойненько по нему, то это немножко, на мой личный взгляд, путь в никуда. Может быть, у кого-то другое мнение по этому поводу. Поэтому это я к тому, что вот как раз стимул должен быть для того, чтобы пошагово расти и достигать то, что, может быть, еще недавно тебе казалось таким очень отдаленным каким-то желанием. Что я точно в своей жизни поняла, что не нужно делать? Первое, что не нужно делать, это не нужно мыслить вот так вот, как мыслят так бедные люди. Это, как правило, очень часто можно услышать жалобы на то, что нету денег, что все очень дорого, что все дорожает, что все в жизни нечестно, что вот очень много воруют, а вот мы хотим только честно зарабатывать деньги. У меня вот была знакомая, которая всегда говорила себе, что нет, я никогда не буду зарабатывать большие деньги, потому что, я честно хочу зарабатывать, а нечестно это невозможно. Вот когда человек себе говорит, что это невозможно, я не буду, постоянно вот эта вот частица «не», ее в жизни нужно убрать. Нужно себе сказать, что я точно буду зарабатывать столько, сколько я хочу. По своему опыту я могу сказать, что моя первая зарплата вообще была 6 тысяч рублей. И на тот момент я училась на втором курсе, для меня это были какие-то колоссальные деньги просто. Я серьезно говорю, я не шучу. Я шла, когда получила по улице, когда получила эти деньги, я проверяла молнию на сумке, потому что я думала, меня сейчас украдут эти деньги. Вот, я там телефон маме, телефон папе купила, его что-то брат купил, и все, у меня зарплата закончилась. Я поняла очень быстренько, что что-то я очень мало зарабатываю, надо побольше. И, конечно же, у меня потом аппетиты росли, мне хотелось все больше и больше, а потом цены начали расти, я понимала, что уже для того, чтобы жить комфортно, нужно, я, соответственно, росла тоже, я уже не была студентом, уже какие-то появлялись обязательства, нужно было содержать саму себя,
себя, еще там много всего. Поэтому это нужно убрать установку, что, во-первых, зарабатывать большие деньги можно только нечестным трудом. Ну, конечно, я не говорю про особняки, про какие-то там собственные острова, не знаю, собственный вертолет, самолет. Здесь, наверное, немножко другая история. Но то, что каждый человек в жизни очень много ресурсов, и если подумать, почему один человек зарабатывает много, а другой мало, чем один человек отличается от другого? Возможно, каким-то трудолюбием, возможно, я вот по своему опыту, общаясь и работая с богатыми людьми, я точно могу сказать, что эти люди, они, как правило, в большинстве своем вообще не жалуются на то, что у них нет денег. Даже более того, у этих людей, у них уже в какой-то момент им важен процесс зарабатывать денег. Может быть, в какой-то момент даже не сами деньги. Потому что когда ты получаешь все, тебе хочется дальше расти. Это в любом деле так. С чем, что это нормально. Вот. Но и именно вот ошибка бедных людей в том, что они постоянно жалуются на то, что нет денег. Очень много разговоров, что цены повысились, ЖКХ, там, не знаю, все что угодно. Вот я работала в организации, где платили очень мало. И что я сделала? Меня это не устраивало. Это происходило очень много времени. Все просто собирались там, не знаю, в столовой, где-то в коридоре встречались люди. Вот даже те, которые не общались, они объединялись за этой одной темой. Это именно вот тратили энергию на то, чтобы постоянно говорить о том, что денег не хватает, зарплата маленькая, какие же все плохие, вот, что так вот начальство не платит там и так далее. Везде обман, все воруют и так, все понятно. И что я сделала? Я собрала свои вещички и ушла оттуда. Потому что я понимала, что я зарабатывать больше не буду. Смысл постоянно об этом говорить. Вот нужны же действия какие-то для того, чтобы что-то изменить. Первое мое действие было, я ушла, и я стала визуализировать и понимать, что я хочу. Я уверена в том, что все начинается с мыслей. Человек, можно сказать, начинается с мысли. Мы, прежде чем даже куда-то просто элементарно сесть за стол, пойти покушать, мы об этом сначала подумаем. Нам придет эта мысль. Я банальную сейчас вещь говорю, но это так. Поэтому мы можем притянуть в свою жизнь то, что, чтобы зарабатывать больше, своими мыслями. Так же, как и мы притягиваем бедность, так же, как и люди притягивают бедность в свою жизнь. Не бедность, я имею в виду, что отсутствие, финансов, или вот когда постоянно не хватает финансов. Я очень часто слышу от людей именно эти жалобы, именно те, кому не хватает денег. А обеспеченные, богатые люди, они всегда думают о том, чтобы что-то новое сделать или что-то придумать и так далее. Просто это разные какие-то уровни. И также я знаю много случаев, когда я люблю очень какие-то мотивирующие видео слушать. Когда парень, например, вот я знаю лично случай, это просто из жизни даже случай, когда он из Африки переехал в Лос-Анджелес, нашел работу мечты и сейчас получает очень достойную работу. Вот парень из Африки просто. Можно сейчас, конечно, сказать, что в Москве там зарплата еще более... А вот в регионах, из региона можно переехать, можно что-то сделать. Люди в другую страну переезжают и зарабатывают там, к примеру, больше. Или просто находят работу своей мечты. Важно же, я не говорю о том, что там всем прям надо зарабатывать очень много, но все равно, наверное, люди стремятся к тому, чтобы зарабатывать больше, чем в большинстве своем, потому что цены-то растут, вот зарплаты не растут, а цены растут. Поэтому первое, что нужно сделать, это изменить мысль свою и не жаловаться.
Любая наша мысль — это энергия, и слова — это также энергия. Если мы постоянно будем говорить о том, во-первых, в этом нет никакого смысла. Смысл говорить постоянно, что нету денег, но от этого ничего не изменится. Я даже больше скажу, как только я начинаю думать о том, что мне не хватает денег, у меня начинают обязательно какие-то истории происходить, где я еще больше трачу денег. Вот, к примеру, у меня был ремонт на 120 тысяч, я делала себе машину коробка передач. Вот в тот момент я этому очень сильно придаю значение. Может быть, рациональные люди скажут бред какой-то, но я могу вот точно сказать, потому что я очень наблюдаю за этим, за собой наблюдаю, за то, как я мыслю и что я в этот момент думала, почему так произошло. Совпадение, кто-то может сказать, что это совпадение, просто причем тут ремонт и как человек мыслит. Но это все очень взаимосвязано. На мой личный взгляд, я никого не убеждаю в этом. И когда я, наоборот, думаю, что мне денег хватает, у меня еще больше появляется возможности заработать или какими-то, там вообще какие-то бывают удивительные такие истории, просто заработка я буду в отдельных видео рассказывать, когда просто вот я подумала и что-то в моей жизни произошло такое удивительное, когда я просто обалдела от результата. Поэтому очень важно мыслить так, что вы обязательно будете получать эту сумму. Именно так это произошло в моей жизни, когда от маленькой зарплаты я все больше и больше стала зарабатывать. И в какой-то момент я уже зарабатывала довольно прилично, потому что я себе так сказала. Я свой труд оцениваю именно на эту сумму. Меня спрашивали, а почему столько? Я говорю, потому что я так оцениваю себя и свою работу. И я столько зарабатывала. Я даже больше скажу, я на работе получала больше возможностей, даже чем я представляла, я получила больше возможностей. Поэтому все по своей жизни 100% я могу сказать, что это точно сбывается. И нужно просто в это верить, нужно представить, понять точно, что вы хотите, и это точно будет в вашей жизни. Можно, конечно, в это во все не верить, что какая-то мысль там, она может все изменить. Здесь уже кто как хочет, но я по своей жизни точно понимаю, что все очень много зависит от мысли. И самое главное, это, как говорят, да, вы должны сначала представить. Первое, что идет, это мысль, потом вы представляете, что это уже у вас есть, то, что вы хотите. Когда говорят, если вы хотите новую машину, приедьте в салон, посидите, вы должны ощутить это. То есть, наверное, рациональные люди скажут, бред какой-то, нет, так не работает. Это точно работает, я могу точно вам сказать это. Потому что, например, у меня машина появилась в жизни, когда я точно представляла, что она у меня будет. Я представляла, как я на ней сижу. Я смотрела постоянно каталог с этой машиной. И она у меня появилась. И это хотя мне там говорили, да купи ты себе там другую машину подешевле, ты сейчас не можешь ее позволить себе. То есть это все все наши мысли, все какие-то рамки, ограничения, блоки, которые стоят в нашей голове и не дают нам возможности зарабатывать больше или мыслить по-другому. И второе, конечно, это то, что нужно все-таки откладывать или как-то инвестировать, на мой личный взгляд, потому что подушка безопасности, она очень спасает. Иногда бывают такие случаи, я сама парочку раз оказывалась в случаях, когда бывает работы нету, и бывает просто период такой, когда немножко все меняется, и эта подушка безопасности
очень даже спасает, и я не нахожусь в стрессе, и у меня нету мысли, я в панике, что же сейчас будет, я без денег. Потому что, опять же, я точно знаю, если я буду думать постоянно о том, что у меня нет денег, что мне нужно делать, то я еще больше буду притягивать какие-то растраты и неудачи. Вот, поэтому на самом деле в жизни много всего можно достичь, даже в какой-то небольшой организации. Я знаю случаи, когда парень, я читала какую-то историю, можно на просторах интернета почитать, когда парень мыл просто с таким превосходством в Макдональдсе пол, что его там заметил руководитель, начал повышать, и в итоге он там стал уже сам руководителем этого Макдональдса. Но это вот маленькая такая история в организации в одной, да. В любой профессии можно достичь каких-то высот, можно в любом случае что-то придумать, и много удивительных историй, также много, если так подумать, да, то ресурсов в жизни, их хватит на многих людей, просто кто-то зарабатывает много, а кто-то мало. Почему я не могу зарабатывать столько, сколько зарабатывает, к примеру, другой человек? Поэтому просто нужно определить, нужно точно верить, нужно не жаловаться, это 100%. Вот у меня, например, подруга была, которая, когда мы учились водить машину, она говорила, вот я хочу себе купить первую машину, там какую-то типа 7 или что-то такое. Я говорю, а почему 7? Я же ее разобью. Я говорю, а почему ты изначально говоришь себе, что ты ее разобьешь? Для чего? А она говорит, а ты какую хочешь? Я там, говорила, что там, изначально я хочу себе там уже дорогую машину, хорошую. А зачем? Опять же, ты же ее разобьешь. Я говорю, слушай, я так не мыслю, я не собираюсь садиться за руль, чтобы разбить машину. Зачем так мыслить? Поэтому очень действительно много блоков, мы сами себе что-то придумываем, то, что нам совершенно не помогает в жизни. Поэтому нужно все отбросить, идти к своей цели. Если вас не устраивает зарплата, вы понимаете, что на работе вы столько уже вам не будут платить, нужно просто расстаться с этой работой, найти другую, миллион работ, и найдется именно ваша. Вот по своей жизни я 100% это могу сказать. Надо не бояться, надо просто представлять очень хорошо, подумать, что вы хотите, и просто верить в это, и это точно произойдет в вашей жизни. Другой вопрос, что, конечно, разным людям нужно разное качество жизни, да? Кто-то возносит деньги там в ранг номер 1. Для меня, по крайней мере, в моем периоде жизни, это не так. И деньги просто это средство, да, быть для того, чтобы покупать какие-то свои, как там говорят, хотелки, да, чтобы радовать себя или вообще с тем же самым дальше инвестировать, к примеру, тоже, чтобы потом, например, ездить, путешествовать, да, много всего делать, когда появится там время и так далее. В общем, много всего, но просто к чему я говорю? К тому, что все в жизни возможно. Я желаю вам обязательно, чтобы в вашей жизни было благополучие, и пишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете по этому поводу. Вот я не договорила, что деньги, да, это не номер 1 прям в жизни, но когда говорят, да деньги не важны в жизни. На мой личный взгляд, деньги все-таки важны в жизни. Это немножко лукавство такое, что они не важны. Мы же везде расплачиваемся деньгами, поэтому они важны. Поэтому я искренне желаю, чтобы вам всем хватало, сколько хотите, и пишите, пожалуйста, комментарии, что думаете по этому поводу. Спасибо большое за внимание, увидимся в следующем видео, до встречи, пока.